Давно известно, что прополис или пчелиный клей, как его еще часто называют, это целебный продукт пчеловодства, который помогает при самых разных заболеваниях. Но важно уметь его правильно использовать, так, чтобы эффект был максимально положительным. Есть несколько вариантов применения прополиса. Каждый из них эффективен при определенных видах патологии и в конкретном состоянии. Иногда полезнее пожевать продукт, а в некоторых случаях лучше применять его в виде настойки. Сейчас мы рассмотрим 4 основных наиболее распространенных варианта употребления пчелиного клея. Это прополис в чистом виде, его спиртовая настойка, водный раствор и прополис с медом. Понятно, что самым простым вариантом было бы употреблять прополис в чистом виде и не утруждать себя забавами с дополнительными ингредиентами. Однако, употребляя пчелиный клей в чистом виде, следует помнить одно важное правило. Переваривается прополис тяжело, поэтому есть его не следует. Время жевания не должно превышать 5-10 минут. Если жевать больше 20 минут, есть риск обжечь нежную слизистую оболочку полости рта. Для получения лечебного эффекта нужно жевать пчелиный клей небольшими кусочками. Вкус и запах чистого прополиса нравятся далеко не всем, но и противным их назвать нельзя. Такой вариант применения продукта полезен при заболеваниях десен и зубов. Для снятия симптомов воспаленного горла необходимо просто вместо леденца пососать кусочек пчелиного клея, чтобы почувствовать значительное облегчение. Вещество в чистом виде оказывает положительное воздействие на иммунитет, кровообращение, а также убивает микробы. Второй вариант употребления прополиса – это спиртовые настойки. Спиртовая настойка – это наиболее распространенный вариант использования целебного продукта. Основное его преимущество – это то, что настойка на спирту может храниться несколько лет и не терять при этом своих свойств. Можно использовать аптечную настойку или приготовить ее в домашних условиях. Предполагаем, что разницу понимает каждый и выбирает тот вариант, который ему больше подходит. Рецепт домашней настойки из прополиса довольно прост. Необходимо измельчить 10 грамм прополиса, разогреть 100 мл 70% спирта для медицинских целей на паровой бане до 50 градусов. Перемешать прополис со спиртом, затем тщательно отцедить, перелить в темную посуду и закупорить. Метод использования такого состава зависит от его концентрации и вида заболевания, которое вы собираетесь лечить. На аптечном растворе обычно пишут инструкцию по применению. Домашний аналог принимается после разведения 20-60 его капель в 100 мл теплой воды, молока или чая. При заболеваниях органов дыхания помогают ингаляции. Их нужно делать из расчета 1 капля настойки на 5 мл в растворе хлорида натрия или солевого раствора. Третий вариант употребления прополиса – это его водный раствор. Хорошо применять жидкий раствор прополиса на основе воды. Он подойдет тем, кому противопоказан алкоголь, и по этим причинам нельзя пользоваться аптечной настойкой. Рецепт приготовления состава также прост. На одну часть прополиса понадобится 2 части прокипяченной отстоянной воды. Нагреть их необходимо на водяной бане до 80 градусов, не больше. Остудить и настоять 6 часов, затем процедить и вылить в темную емкость. Хранить такой состав можно не больше недели в холодильнике. За это время его стоит использовать. Употреблять можно точно так же, как и спиртовую настойку. Такой вариант подходит и беременным женщинам, и детям. Он оказывает противовоспалительное действие, помогает при отравлениях, колите, гастрите, панкреатите. И завершаем наш обзор употребления пчелиного клея с медом. Мед с прополисом – это еще более эффективное средство, поскольку мед усиливает действие прополиса. Рецепт приготовления такого состава в домашних условиях, как правило, следующий. Необходимо растопить 1 часть прополиса на водяной бане до жидкого состояния, смешать с 9 частями жидкого меда, нагреть до 60 градусов, перемешивая. Хранить полученную смесь в холодильнике, принимать по 1 чайной ложке внутрь или в виде ингаляций. Средство подходит для укрепления иммунитета и профилактики многих болезней. Будьте внимательны. Среди противопоказаний к применению прополиса значится аллергия на продукты пчеловодства. Выбирайте свой вариант применения пчелиного клея и будьте здоровы!